как чистое полотно у живописца или как доброе вещество у скульптора, таков ученик в руках Отца. Он взял иго Христова на себя в решимости угождать Ему, а теперь, как говорит святой Лествичник, свыи своей на чужую возложить оное тщится. Он походит на того, кто поверх воды, руками чуждыми поддерживаемой, переплыть море намеревается. Посему и называет он жизнь под руководством добровольную смертью, гробом, сонным путешествием, безопасным плаванием. Ученик есть как бы не действующий, а деемый. Это со стороны ученика. Со своей стороны и Отец дает решительное уверение о спасении его души собою, берет на себя его грехи и ответ пред страшным судом Божиим. У святого Варсонофия это выражается во многих местах и очень часто. Например, одному, который просил: «Дай мне слово, господин мой, что ты отвечаешь о мне Богу, и не будет мне вреда», он отвечал: «Я, сладце, душу мою полагаю за тебя. Смерть только разлучит между мною и тобою». Другому: «Уразумей, что пишу, и скрой у себя. Сделаю, что ты услышишь радование небесное, владыческое, божественное, наследником моих дарований будешь». Иному еще: «Беру половину грехов твоих». И когда тот усугубил прошение, беру и все послушание ради. Даже что обещает? Если соблюдешь мою заповедь, паче же Божию, исповедую, что отвечаю за тебя в день оный, в который Бог имеет судить тайные человеков. А в другом месте молится: «Владыка, или введи со мною и чад моих в царство Твое, или и меня изгладь из книги Твоей». Но такое великое обещание дается под условием решительного, охотного, беспрекословного исполнения учеником всех заповедей Отца, от сердца, как Божиих. Так что, коль скоро допущено уклонение, совет нарушен, и обещание теряет обязательную силу. Отец берется как бы вознесть на себе душу ученика на небо, но под условием, чтобы и этот искал, напрягался, трудился. Такому ищущему по вере Господь помогает, и тот в уповании на Бога, хотящего всем спастися, не сомневается, что все будет ему и словом, и делом во спасение. Собственно, он становится посредником между ним и Богом, посредником не ложным, верным, безопасным. Что сказано, то и будет. Так он говорит одному: «Да напишутся слова мои в сердце твоем, навяжи их на руки, да будут пред очами». А далее: «Покажи их и через совершение делом». Другому говорит: «Молюсь день и ночь, подвязаюсь за душу твою». Но и ты спотрудись, сподвигнись, иначе все бесплодно. Ищи соли, и соосолю тебя. И еще: если ты нарушишь что из сего, я не повинен. Ты узришь и отвечать будешь.
в день он страшный. Вследствие сего между ними образуется неразрывный, сердечный, духовный союз, по коему Отец в Сыне и Сын в Отце пребывают духом сорастворены. И это не на время только воспитания, но и на всю вечность. Святой Варсонофий одному скорбевшему пишет: «Видя скорбь и мятеж постигшего тебя искушения, я возболел так люто, как никогда. Наипаче помянув, что апостол говорит: кто изнемогает, и не изнемогаю. Другому говорил: я неотходно с тобою, когда идешь ты на послужение общежитию, всячески с тобой идет и сердце мое, соблаговолящую Богу. Или благодатью Христа, Сына Божия, не отлучаюсь я от тебя, но с любовью твоею, есмь присно духом. Еще, братья, как своей собственной душе говорю, ибо Господь связал душу твою с моею, говоря: да не отступиши от Него». И истинный ученик у святого Иоанна Лествичника изображается так: душа, Христовую любовью и верою к пастырю своему привязанная, не отстанет от него даже до пролития крови, особенно когда она и исцелена некогда через него от ран своих. Она помнит слова того, кто говорил: «Ни ангела, ни начала, ни силы, никая тварь другая может разлучить нас от любви Христовой». Если же она, у кого сим образом привязана, сплетена и прицеплена не будет, то сей напрасно житие свое проводит, обращаясь лицемерно и притворно пред Отцом. В этом сердечном союзе вся сила и сущность завета. Через него на немощного ученика изливается вся сила Отца. Потому враг всемерно старается всячески расстроить его и тайными внушениями, и даже призраками внушает то недоверие, то подозрение, то желание отойти к другому, как есть примеры тому у святого Варсонофия. По такой важности этот сердечный союз должен быть первым предметом молитвы ученика. Открой мысленно Богу свою веру и любовь нелицемерную к настоятелю своему, и Бог втайне возвестит ему о твоей к нему любви и сотворит его равно к тебе благосклонным и дружелюбным. Такой, впрочем, союз есть великое духовное таинство, совершаемое самим Богом. Не всякий истинный отец для всякого ученика, и не всякий истинный ученик для всякого отца. Ищущему с полной верою и преданностью Господь указывает и приводит к тому, кто может силою его привести его ко спасению, и истинному достойному Отцу полагает в духе извещения принять и несть тяготу сего именно немощного. Так у святого Варсонофия Иоанн показался было и потом долго не приходил. Когда Авва Сирит помыслил, что он не придет уже, святой Варсонофий говорит: телом отстоит, а духом с нами, и не разлучится отныне
и до века. И еще прежде говорил: «За 2 года Господь сказал мне, что придет». Один из учеников говорил ему: «Прибежище и пристанище послал тебя Господь мне». Другому он говорил: «Верим, что Господь привел тебя сюда. Не иждиви же тщетно благодати». Отсюда, само собою, открывается, каков должен быть ученик в отношении к отцу своему. Все сюда относящееся само собою вытекает из того духа, в каком предает себя ученик отцу, и того союза, какой сочетовается между ними.